Привет, дорогие друзья! Мы знаем сейчас, что бюджет Евросоюза на 28-34 годы не могут принять, скорее всего, не смогут принять, потому что многие страны артачатся, ибо бюджет этот рассчитан исключительно для того, чтобы Украину приняли в Евросоюз. И это кажется смешным, потому что одно дело без виз, да, другое дело там еще что-то, третье дело принимать в Евросоюз такое. Тем не менее, и вот как раз таки в этом плане хочется рассказать, не европейцам, потому что у них уши залиты другой субстанцией, а хотя бы нашим, которые живут в Европе и, возможно, с европейцами общаются, а также американцам, которые общаются, нашим новым, которые общаются с американцами, может быть, получится донести определенный месседж. Потому что, когда спрашивают, в чем Украина лидер, говорят там, у нас там песни хорошие, то такое, это шутки, да, но на самом деле там дроны делаем, еще там что-то делаем, еще там. Смотрите, Украина лидер по скамерству, по обиранию других. Колл-центры, которые существуют, по большей степени в Днепре, располагаются, они начали появляться сразу после Майдана. Вы представляете, как она взаимосвязь такая. И занялись обиранием тех, кто был побогаче. На то время, как считалось, побогаче были россияне. Вот. И, в общем, обзвон осуществлялся на Российскую Федерацию. Прикрывалось это все тем, что, мол, добрые мотивы, что на самом деле этими деньгами, которые они воруют, они поддерживают там ВСУ. Они на самом деле поддерживали отдельные военизированные подразделения, которые предоставляли этим колл-центрам крышу. Также силовиков они очень поддерживали. В общем, узкий круг людей, который давал возможность этому работать. Схемы работы вам, вероятно, известны. Если неизвестны, то очень просто. Получив доступ к холодной базе клиентов, начинается их обзвон. Представляются или сотрудниками банка. Мне до этого звонили из Альфа-банка по этому же номеру. Это не вы были? Хорошо, я вас поняла. Всего доброго, до свидания. Приходит смс, причем ты не подкопаешься. Там на самом деле, смотрите, от банка смс. И звонок поступает от банка. И вам говорят, что у вас потерян доступ к вашему счету, необходимо срочное вмешательство, потому что, не дай бог, сейчас все переведут на другой счет. Кстати, вам бы лучше самому перевести эти все деньги на другой счет. И вы, если вы смотрите этот канал, то вы, наверное, думаете, да нафиг, такое же невозможно. Ребята, а возможно, чтобы звонили силовики, к примеру, в Российской Федерации и говорили, для того, чтобы избежать проблем, тебе надо поджечь военкомат. Люди же ведутся. Идут женщины преклонных лет, поджигают военкомат. Когда на них набрасываются, они еще отбиваются. Нет, дайте мне закончить дело, поджечь военкомат. Отправляются они на 20 лет в дальние края. Но поток все равно не прекращается. Причем, что интересно, что эти ребята знают принцип «знай своего клиента», ЗСК. И они, располагая базами, знают все слабые места клиентов. И вот в Российской Федерации очень отлично работает, когда звонят силовики, к примеру. Там силовики, срочно, вы финансировали терроризм, но вы можете, избежать этого и все. Основная фишка — получить доступ, конечно же, к личному счету клиента и обчистить его в ноль. То есть помимо пенсионеров, которых разводят на поджечь военкомат, полицейский участок или другой объект, действует еще схема для людей с более-менее интеллектом, предлагается инвестировать. Знаете, как Волк с Уолл-стрит. Обзванивают и говорят, инвестируйте. С каких-нибудь 6 вложенных тысяч достигнет 60 тысяч долларов. Вот сюда отлично здесь. Фондовая биржа, тут отлично, тут акции, шмакции. Я в этом не понимаю, так я вам объясню. В криптовалюты. Вы слышали про криптовалюты? Да, слышала. Так давай, инвестируй. В Великобритании даже были мошенники, которые создавали бренды, которые заключали договора с футбольными клубами премьер-лиги и вводили в заблуждение болельщиков, решивших поддерживать любимые команды. Там также предполагается украинский след, но об этом предпочитают не говорить. Я еще об этом подробнее расскажу. О том, как в Европе, вообще на Западе, в той же Канаде предпочитают не бороться с мошенниками, если это мошенники из Украины. И, в общем, конечный результат — это забрать все деньги, часть денег пустить на расширение собственного бизнеса, часть денег отдать крыше, и на остальные гулять, висеть, покупать яхты, проституток. Раньше на яхтах бывали?
Сотрудников туда заманивают там зарплатами, такие обещанием красивой жизни, отдельные тиктоки снимают, там чу-чу-чу, как они там с бабками. На самом деле шаг вправо, шаг влево, и там применяются интересные методы. Из записанных там в бронежилете присесть несколько сотен раз, вкрутить в руку, к примеру, шуруп, ну и прочее, и прочее. Ну а иногда, когда они начинают раскрывать рот, происходят вещи совсем уж нехорошие. Так один сотрудник, который желал рассказать в суде о колл-центрах, которые действуют в Киеве, Софии и Белграде, за 2 дня до суда там буквально умер в гостинице. 34 года, сердечный приступ. Ну бывает же. И иногда колл-центры накрывают украинские спецслужбы, после чего показывают фотоотчеты, как они разоблачили где-нибудь в сердце Киева офис террористов с триколорами, портретами Путина, грамотами ФСБ. И я действительно видел, вот буквально вот-вот, да, там накрыли офис, там показывают портрет Путина на стене, ну, показывают что-то типа россияне, которые поклонялись Путину. На самом деле любой мудила поймет, что это делается для того, чтобы клиент, которого они разводят, при включении видеосвязи видел типичный кабинет российского чиновника. Но же это же для лохов делают СБУ, поэтому лохи на это ведутся. О, это россияне, ну пусть будет так, пусть будут россияне, в общем-то. Суть в том, что вот эти вот россияне действуют не только на Российскую Федерацию, и уже давно не только на Российскую Федерацию, а действуют не только на Украину. И причем, знаете, кто попадает под это? Зачастую жертвами становятся люди, потерявшие близких, или там, ну, потому что им предлагаются там выплаты, да, определенные там какие-то преференции, люди, у которых близкие пропали без вести. І тут там многие сокрушались, як таки можливо в єдиній країні, а на самом деле можливо, и бьют по своим. Они выходили на родню без вести пропавших и пленных, обещали предоставить информацию, включить списки на обмен. Происходит это, конечно же, благодаря сливу контактов солдатских семей от компетентных лиц. И чем больше СБУ накрывает таких центров, тем больше их становится по стране, представляете? Украина стала центром скамерского бомбления по странам Запада. Потому что в странах ЕС и США счет идет на десятки тысяч пострадавших от этой украинской индустрии. Мы можем видеть только потому, что стало достоянием общественности, потому что Киев не может отнекиваться тогда, когда западные спецслужбы выходят уже на конкретных исполнителей, на конкретные колл-центры. Вот, к примеру, одна преступная организация, которая работала в Днепре, обманула по меньшей мере 300 чехов на общую сумму не менее 65 миллионов крон. Другие ужгородские тоже обирали жителей Чехии, днепровские братики дурили поляков схемой, сообщали от имени банка о том, что карта заблокирована, предлагали установить приложение специальное, похитили что-то около полумиллиона. Ну, в общем-то, такие небольшие суммы, там 500 000 евро, объясняются тем, что похитили-то они, разумеется, намного больше, потому что они это приложение внедряли, он, получается, люди сами его устанавливали, и это приложение скачивало то, что люди в онлайн-режиме. Вот пароли и все такое, и полностью потом человек обчищался. Так вот, почему 500 000 евро? Почему так мало? Ну, потому что остальное шло на взятки, конечно же, на взятки и правоохранителям, которые накрывали на украинской территории эти колл-центры. Еще одна была ликвидирована сеть нелегальных инвесторов. Их обезвредили вместе с польским бюро по борьбе с киберпреступностью. Эта сеть охватывала Киев, Одессу, Харьков. Не всегда речь идет о телефонном обзвоне, некоторых разводят вообще очень просто, предоставляя им ссылки, причем на них они устанавливают там, фотографии известных политиков, там, испанских, там еще, и предоставляют ссылки, человек переходит по этой ссылке, предлагается ввести пароль на дубле платежного сервиса. Человек думает, да ну нафиг, ну обычный пароль, обычный сервис. Вот одна такая банда принесла убытков на более чем 1,5 миллиона гривен паре десятков человек. Опять-таки не смущайтесь такими странными мелкими цифрами, потому что цифры на самом деле, конечно же, специально занижены, потому что деньги имеют свойство
прилипать. Вот люди не хотят их даже брать, там СБУшники. Они раз прилипли, все. Ну, а в Запорожье вообще кто-то додумался кидать уже кинутых мамонтов, тех, кто потерял деньги на бинарных опционах. Звонили как представители европейского финансового регулятора. Да? География не ограничивается только лишь Европой. Но в Европе обзвон идет сумасшедший. В Европе, вот я могу сказать, по Испании все, еще раз подчеркиваю, все мои знакомые, все, с кем мы общались на эту тему, получали смс-ки от банка, где им предлагалось очень красивые смс-ки. Некоторым звонят, причем разговаривают они на испанском, потому что нанимают в колл-центр людей, уже, конечно же, говорящих на английском языке. Но говорить на английском это одно, все равно будет какой-то акцент. К слову, причем мне очень интересно, когда в России звонит следователь ФСБ и говорит вот так вот. Ну, то есть четко слышный украинский акцент, и люди все равно ведутся, да. Вот. В Европе работают тоньше, нанимают людей, которые являются носителями языка. Испанцы, к примеру, да, из испаноязычных стран. И они начинают бомбить. А европейцы настолько податливые, что они расчехляются вот так. Это не наши, которые научены 90-ми, там все. Если наших разводят, и бабка идет, подпаливает в военкоматы и получает 20 лет, то тех разводят, ну просто как орешки какие-то щелкают, как семечки лузают, тьфу-тьфу, типа. Разводят на десятки миллионов. Скандала нет. Почему? Первое, они умеют расследовать. Вообще не знаю, что с этим делать. Они не принимают заявления даже о кражах. А тут вдруг что-то где-то позвонил, кто такой? Ну, они принимают заявления, а потом их архивируют сразу же. Второе, это из Украины. А из Украины, ну это ж свои, да. Киллеры приезжают из Украины, я смотрю, что их не сильно ловят. Ну это ж свои. В Израиле уже поработали, тоже там угнали несколько миллионов. Казахстан выявил на территории Украины колл-центр, который обманывает, ну, исключительно казахстанцев. Его ликвидировали. Дотянулись до Канады. Телеканал в свое время посвятил репортаж одному из сотен мошеннических колл-центров в Восточной Европе, который расположен на столичном бульваре Шевченко. Ну вот теперь внимание, почему их не ловят в Канаде, спросите вы? Потому что власти этой дружественной Украине страны не знают, как их ловить, и являются дружественной страной для Украины. Теперь о суммах за пару лет они выманили у канадцев $300 миллионов по самым скромным оценкам. При этом 5-10% пострадавших только обращаются в полицию, потому что знают, что им там не помогут. Вот вам и Канада. Им опять-таки предлагают ссылки. Там известные политики, все, они переходят по этим ссылкам. Там им предлагают финансового консультанта, с ними связывается финансовый консультант, который говорит на их языке, смотрите, на английском, на французском. Monsieur, je ne mange pas 6 jours. И начинают зачухивать все вложения криптовалюты. Большая половина 300 миллионов, которые выудили, это вот предложение вложить в криптовалюты. И они вкладывают. Основными их клиентами являются одинокие люди, пенсионеры и так далее. И с этим никто не борется. Если в Европе никто не борется, я думал, наверное, в Канаде борются. Нет, не борются. Чтобы они подавились и купили 100 000 акций. Журналисты сами пытались связаться с чиновниками, и те проигнорировали практически все запросы в лучшем западном стиле. Потому что если на Западе начинаешь обращаться с каким-то запросом, то они практически всегда морозятся. Смотрите, это понятно, нельзя расследовать такие дела, потому что можно запятнать светлые лик киевской власти, потому что это происходит все под прикрытием киевской власти. Кем еще заинтересовались украинские мошенники? Австралией почему-то. Ну, может из-за удаленности, может из-за того, что там уровень жизни также у пенсионеров нормальный, и они опять-таки бомбят по пенсионерам. Транснациональная сеть с офисами в Грузии и Украине похищала средства под видом инвестиций в криптовалюту у граждан Германии и Швейцарии. Вообще очень много таких контор в Грузии, где это тоже очень распространено. Но половина из них имеют тесные связи, конечно, с украинскими конторами. Одна инвестиционная компания, созданная в Одессе, не щадила вообще никого. Украинцев, молдаван, поляков, испанцев, итальянцев, американцев. Даже жителей Объединенных Арабских Эмиратов. Им предлагали вложиться в ценные бумаги. Предлагали защитить свой телефон и компьютер. Вот они устанавливали туда программы, которые как бы защищали и как бы передавали на самом деле эти данные.
Но что, много слышали вы скандалов там в Швейцарии или в Германии, связанных с этим? Нет. Потому что в Германии эти дела тоже не расследуют. И люди тоже не идут в полицию, потому что знают, что там им просто тупо не помогут. Благодарные украинцы на ненавистном русском языке пытаются дурить латышей и литовцев. Но дело в том, что латыши и литовцы, когда слышат, что с ними разговаривают по-русски, от банка просят перейти на родной язык, ну, как бы типа на литовский или на латышский. Когда те не могут, то все. Но когда с ними начинают говорить на литовском или на латышском, то они теряют силу воли и делают все, что им говорят. Вот что самое прикольное. А ввиду колоссального уровня жизни в тех странах, вербовать людей оттуда для украинских колл-центров не составляет особого труда. И шлепают они их там очень хорошо. Вот год назад в Эстонии поймали такого чувака, который пытался нанимать эстоноязычных мошенников с последующей релокацией, опять-таки, в Украину. Нанимать готовы были кого угодно, даже 16-летних, при условии, что голос у них достаточно взрослый. И наняли очень многих. Масштабнейшую схему раскрыли при участии журналистов нескольких стран, включая шведский общественный вещатель. Трейдеры ограбили 33 тысячи человек из Канады, Испании, Австралии, Великобритании, ЮАР и других стран. 275 миллионов долларов замутили. Регистрируются подставные компании. В одной из таких схем засветился известный своими площадками депутат Яценко. Вот его супруга предоставляла помещение в аренду под колл-центр. Там пострадали инвесторы из Швеции. Какое-то время фирма имела офис в Киеве. Но потом уехала на Балканы, где тоже очень развиты эти сети. Опять-таки курируемые из Украины. Еще до полномасштабной войны они имели подразделения и в Украине, и в Грузии, и в Албании. В Албании вообще прекрасно, там, вы же знаете, как там все по-европейски. Похищение людей, трансплантация органов. Мы когда-то продали билет на концерт албанцу. Пришел. И я сразу понял, что это албанец, вы знаете. В Молдове поймали 12 участников ОПГ, включая 2 украинцев. Преимущественно они искали инвесторов среди румын. Но это мы говорим о тех, кто попался. Или сделали вид, что он попался. А очень многие те, которые не попались. И вот очень странно, что бомбят и ничего об этом даже не говорят. Вы заметите, там произошло какое-то разоблачение благодаря журналистам, потому что там местные журналисты, не чита украинским, да, они там что-то там начали, тоже такое же, что-то плюс-минус. Но расследовательская журналистика, во всяком случае, работает. И они заставили, растормошили свои власти хоть что-то сделать. А власти не делают ни хрена. Делают вид, что полностью все под контролем. Вообще такой ситуации нет. Какие мошенники? Все будет хорошо. К примеру, да, на трассах там, в Испании, допустим, висят такие предупреждения, что типа будьте аккуратнее, на трассах действуют мошенники. Ну все, и ты уже немножко аккуратнее, это уже твоя проблема, да, как и на паркингах. Звучит постоянно на 3 языках и говорят, что здесь воруют вещи. И можно уже не ловить воров, как говорится. Где, в какой стране решили дать отпор, это не удивление. На удивление это не Европа, а Турция. Потому что наши черти решили немножко побомбить Турцию. Ну, плотно побомбить. Во-первых, огромное население, большое население. Много русскоязычных наших, которые живут там. Люди с деньгами. Ну и много турков с деньгами тоже. И вот компании начали регистрировать в Турции. А в Анкаре сейчас очень недовольны тем, что в последнее время растет число мошеннических атак. Потому что гражданам все чаще звонят представители властей и просят о содействии. Граждане после того, как их эти представители властей обирают, обращаются к самим властям и зреет недовольство. А в Турции не любят недовольство. Потому что оно чревато, вы же понимаете, о чем я говорю. Поэтому турецкие власти сильно этим заинтересовались. Они моментально поняли, откуда ветер дует, и нашли концы в Украине. Ну, то есть это же секрет Полишинеля, где работают все эти колл-центры. И сейчас, по моей информации, на уровне правительства обсуждается ряд мер, жестких мер, которые будут направлены против украинских властей, если украинские власти не прикрутят эту историю. Ввиду того, что колл-центры работают под украинскими властями, то, скорее всего, прикручивать будут сами турки.
То есть устраивались облавы, только в этом году выявили организацию, которая имела офисы во многих провинциях и похитила более миллиарда лир у 45 тысяч граждан. Тамошнее руководство собирается делать официальные запросы к Киеву с требованием угомонить своих скамеров, иначе Турция начнет действовать максимально неадекватно, жестко. То есть не таким же манером, и они не просто будут им там какие-то сроки давать и все. Но фишка в том, кому же ты дашь срок, если он находится на территории Украины. Поэтому власти Турции будут уже осуществлять определенные действия политического характера с требованием не просто прикрыть эту историю, а выдать им тех, кто совершил преступление против Турции. По Конституции такого произойти как бы не может, потому что граждане Украины не выдаются. Но тут есть нюансы, потому что люди, которые звонят, они зачастую говорят не на русском языке и являются гражданами третьих стран. Таким образом, Турция хочет жестко закручивать эту историю, закручивать гайки. Это обсуждается, опять-таки повторю, на уровне правительства. О ситуации в курсе Эрдоган. И по моей информации в ближайшее время будут происходить ряд шагов. Вот знаете как? Ждали каких-то шагов в этом направлении от Европы. Нет. Хотя Украина Европе в этом плане нанесла, я думаю, урон больше, чем, я не знаю, не хочу сравнивать там агрессию и военные действия, но на самом деле колоссальный урон по самым обычным бьют людям. И этим людям потом делать нечего. Они потом идут в мусорках роются буквально, потому что пенсия там государственная есть, но это копейки, да, по старости. Но на самом деле, когда людей лишают всех пенсионных накоплений, когда людей лишают всего, что они копили всю жизнь, это катастрофа для этих людей. Понимаете? Никто помочь не может. А турки решили, что не, пора кончать. И этих свиней надо поставить в загон. Наблюдаем. Пока.